Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы из СССР». Меня зовут Татьяна, и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала «Здоровье» номер 10 за 1981 год. Статья называется «Желчекаменная болезнь». Авторы – кандидаты медицинских наук В.А. Вишневский и В.В. Цверкун. Желчекаменная болезнь – сложное системное обменное заболевание. Оно наблюдается в 6-8 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Нарушение холестеринового и пигментного обмена, застой желчи и инфицирование желчных путей – вот основные причины, вызывающие желчекаменную болезнь. Имеет значение наследственная предрасположенность, а также нерациональное питание и, в частности, мясная и жирная пища в избыточных количествах. У здоровых людей холестерин в желчи удерживается во взвешенном состоянии благодаря достаточной концентрации желчных кислот, халатов, и оптимальному соотношению основных желчных кислот. Если это соотношение нарушается, холестерин выпадает в осадок. Центром образования камней, помимо кристаллов холестерина, могут быть кристаллы соли основного желчного пигмента – билирубина. Застой желчи значительно ускоряет процессы камнеобразования, что чаще всего бывает при малоподвижном образе жизни, хронических запорах и колитах. Застой желчи создает условия для проникновения в желчный пузырь инфекции, которая попадает сюда по желчным протокам из двенадцатиперстной кишки или по общим для этой зоны кровеносным и лимфатическим сосудам. Хроническое воспаление слизистой оболочки желчного пузыря вызывает слущивание ее эпителия. При изменениях биохимических свойств желчи вокруг частичек эпителия откладываются соли желчных кислот и образуются камни. Зная причины желчекаменной болезни, легко представить себе, что необходимо для предупреждения ее развития. Это прежде всего умеренность в еде, регулярное питание, соблюдение режима труда и отдыха, занятие физическим трудом и физкультурой, отказ от алкоголя и курения. Камни в желчном пузыре в течение длительного времени могут ничем себя не проявлять, то есть бывают немыми. Однако в любой момент они способны закупорить выходной проток из желчного пузыря или общий желчный проток и преградить пути желчи в кишечник. В таких случаях может возникнуть или печеночная колика, или воспаление желчного пузыря, холецистит. Печеночная колика – наиболее типичный симптом желчекаменной болезни. У человека внезапно появляется приступ боли в правом подреберье, отдающий в правую лопатку, правое плечо, надплечье, шею, может быть озноб и повышение температуры. Чаще всего такие явления наблюдаются после обильной жирной или острой пищи и нередко сопровождаются тошнотой и рвотой желчью. Обычно колика проходит через несколько минут или часов, но на следующий день надо обязательно обратиться к врачу. При воспалении желчного пузыря, вызванном наличием в нем камней, калькулезный холецистит, приступы печеночной колики учащаются. Иногда после приступа некоторое время наблюдается желтушность кожи или склер. Боль при хроническом холецистите порой отдает в область сердца и напоминает тогда приступ грудной жабы, а иногда и вызывает его. Этот синдром, описанный великим русским терапевтом С.П. Боткиным, носит название холециста кардиального. Ощущая такую боль, некоторые люди долгие годы принимают медикаменты от сердца, не подозревая о действительной природе страдания. Нередко они необоснованно отказываются от операции. Больным с холецистокардиальным синдромом операция необходима, так как иного средства, способного избавить их от приступов грудной жабы, пока нет. Если у больного появляются неприятные ощущения в правом подреберье и под ложечкой, особенно после того, как он съел яйца, грибы, жирную, грубую, жареную или острую пищу, и к тому же появляется горечь во рту, вздутие живота, беспокоят запоры, необходимо обратиться к врачу.
Все эти симптомы могут быть обусловлены камнями в желчном пузыре, хроническим калькулезным холециститом. Чрезвычайно опасным осложнением желчекаменной болезни является острый холецистит. Приступы боли затяжные, интенсивные, температура повышается до 38-39 градусов. Больных знобит, появляются общая слабость, жажда, сухость во рту, их изнуряет частая рвота, вздувается живот. Может развиться желтуха, что особенно заметно по изменению цвета белков глаз. При появлении таких признаков нужно в любое время суток срочно вызвать врача. Категорически противопоказана грелка, хотя она приносит субъективное облегчение. Тепло может привести к распространению гнойного процесса и вызвать воспаление брюшины, перитонит. На область правого подреберья на 20-30 минут необходимо положить пузырь со льдом или с холодной водой. Если нет пузыря, можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, плотно завязав его и обернув полотенцем. До прихода врача нужно лежать в постели, ничего не есть и не пить. Больные, у которых диагностирован острый холецистит, подлежат немедленной госпитализации в хирургический стационар. На современном этапе развития медицины основным и единственным методом радикального лечения желчекаменной болезни является хирургический. Операцию хирурги стараются выполнять, когда острый период позади и больной чувствует себя вполне удовлетворительно. Это позволяет добиться полного выздоровления. Если промедлить с операцией, в воспалительный процесс вовлекутся печень, желчные протоки, поджелудочная железа. В таких случаях оперативное вмешательство усложняется и не всегда обеспечивает стойкое выздоровление. К сожалению, ряд больных, особенно пожилых, трудно бывает убедить в необходимости операции после того, как у них стихает острый приступ. Они годами отказываются от хирургического вмешательства, а иногда занимаются и самолечением, пытаясь тем или иным способом изгнать или растворить камни. Некоторые из них дикарями едут на курорт, уповая на целебные воды. Попытки изгнания камней могут привести к их перемещению из пузыря в протоки. Это значительно усложняет не только консервативное лечение, но и хирургическое. Нередко больных, пытавшихся изгнать камни, приходится срочно оперировать по поводу развития у них механической желтухи, острого воспаления желчных путей холангита или поджелудочной железы панкреатита. В последнее время врачей часто спрашивают о возможности медикаментозного или какого-либо другого способа растворения желчных камней. Что можно сказать по этому поводу? Действительно, подобные работы ведутся не один десяток лет, но существенные успехи пока не достигнуты. Вот почему единственно приемлемый метод лечения желчекаменной болезни в настоящее время – хирургический. Наличие камней в желчном пузыре и тем более в протоках – прямое показание к операции. Больные, перенесшие операцию по поводу желчекаменной болезни, должны придерживаться определенного режима. Помимо отказа от курения и алкоголя, первые 3-4 месяца необходимо ограничить физические нагрузки. Разрешается поднимать не более 3-5 кг груза, нельзя мыть полы, стирать, выполнять другие работы, связанные с напряжением мышц передней брюшной стенки. Для предупреждения послеоперационной грыжи желательно в это время пользоваться бандажом. Женщины могут носить грацию. В эти же 3-4 месяца следует строго соблюдать диету, чтобы дать возможность организму после удаления желчного пузыря приспособиться к новым условиям пищеварения. Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной, тщательно кулинарно обработанной. Но это не значит, что все надо протирать, измельчать, ибо пережевывание рефлекторно способствует улучшению пищеварения. Полностью на это время надо исключить экстрактивные и сокогонные продукты – мед, грибы, соленья и маринады, а также копчености, консервы, резко ограничить в рационе животные жиры, сахар, кофе, какао. Примерное меню приведено в статье кандидата медицинских наук Ю.П. Поповой, журнал «Здоровье» номер 3 за 1979 год. Предпочтение отдавайте молочно-растительной пище. Необходимо восстановить ритмичную деятельность кишечника,
добиться ежедневного стула с помощью соблюдения режима питания и подбора продуктов. Кисломолочные продукты, чернослив, свекла. По назначению врача можно использовать слабительные: ревень, экстракт крушины, настой александрийского листа. Через 3-4 месяца после операции больным можно с разрешения врача поехать в специализированный санаторий. Конец статьи. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам благодарна, если поделитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за внимание и до следующей встречи на канале «Полезные советы из СССР».